Добрый день. Я врач, рефлексотерапевт Сатуряна Рене Алюшаевна. Работаю в риат-центре с 2014 года. Общий стаж работы 32 года. Сегодняшняя наша тема – это головная боль. Головная боль – это любое неприятное ощущение в области от бровей до затылка. Причинами цефалгии становятся частые нагрузки эмоциональной, психической и физической. Причинами могут быть вегетососудистая дистония, травма головного мозга, травма шеи, позвоночника, вирусные заболевания, инфекционные заболевания. Различаем два вида головной боли. Это первичная головная боль и вторичная. Первичная головная боль – это мигрень, кластерные боли и головные боли напряжения. Первичные головные боли являются заболеванием само по себе, то есть оно не связано с каким-то заболеванием. Это мигрень и это головные боли напряжения. Вторичные заболевания – это связано с какими-то патологиями. Это может быть аневризма головного мозга, это может быть травма опухоли головного мозга. У детей разного возраста цефалгии по-разному идут. Вот если ребенок маленький, до 1 года, у детей головная боль, какая клиника? Дети беспокойные, плохой сон, запрокидывание головы, могут кричать, могут быть просто плохой сон, отказ от грудного вскормления. От одного, потому что они же сами не могут сказать, что у них болит голова. С 1 до 2 лет у детей боли такие, они становятся агрессивными, плохо спят, плохой аппетит. И показывают, могут руками взять голову и показать какую-то часть. С 3 до 7 лет легче, потому что ребенок уже говорит, он может показать, где у нее голова, затылок, лобная часть или теменная часть. Чтобы нам различить вот именно какая клиника, какая там боль, у нас вторичные головные боли или первичные, нам нужно 3 аспекта. Это первый – анамнез. Обычно мигрень или кластерные, или боли напряжения, это бывает генетически. То есть если у родителей есть головные боли или мигрень, вероятность, что ребенок будет болеть, тоже есть. Второе – это осмотр. Когда доктор смотрит на ребенка, уже видно там, какое именно состояние. Можно ставить ребенка на пол и попросить, чтобы он ходил. Какая координация, какое состояние общее. И третье – это обследование. Обследование – это лабораторное обследование, это анализ крови. И второе – это диагностическое исследование функциональное. Это МРТ, это КТ и это триплексное сканирование головы и шеи. Что можно делать при определении вот именно первичной или вторичной головной боли? Да, мы должны отметить, что у подростков и у школьников чаще всего головные боли бывают от перенагрузки, от долгое время, когда они сидят перед компьютером или в телефоне. Они становятся более такими раздраженными. И самое первое, что мы даем им совет, это улучшение сна, улучшение режима дня и питания. При мигрени, при кластерных болях соблюдать диету, потому что шоколад, разные напитки газированные, острая еда может провоцировать головную боль. При мигрени головная боль начинается постепенно, а потом начинаются тяжелые приступы. Из лечения у нас бывает медикаментозное и немедикаментозное при головной боли. Первое – это обычный парацетамол и нурофен. Если это мигрень или кластерные, или головные боли напряжения, тут препараты не помогают, лучше препараты триптана. Безмедикаментозная методика – это микротоковая рефлексотерапия, это иглокалывание.
иглоукалывание. У нас в РИА-центре особая есть схема лечения при цефалгии у детей купированных головных болей. Ребенок проходит диагностику, мы делаем компьютерную диагностику и смотрим на виновные меридианы, то есть те зоны, которые можно воздействовать на те зоны, и мы действуем на именно эти зоны. То есть у нас избирательно. Ребенок приходит, именно жалуется на головные боли, на плохой сон, записывается схема лечения конкретная, и по этим же зонам, по этим же точкам мы берем лечение. Так что, дорогие родители, вы можете посоветоваться к нам на консультацию. Если у вас у ребенка долго время какие-то головные боли или жалобы на усталость, плохой сон, недомогание, вы можете прийти к нам и пройти консультацию невролога и получить микротоковую рефлексотерапию.